Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале «Вязаная мечта». Меня зовут Алена. В этом видео предлагаю рассмотреть описание детской шапки от Drops и связать ее. Название этой шапки интересное, называется «Зеленая птица». Шапка сама зеленая. У меня шапка синяя и бежевая. Поэтому название, наверное, будет «Синяя птица» и «Бежевая птица». Мы эту шапку будем вязать совместно с участницами благотворительного марафона «Чарівниці добра» для детей из детского дома. В описании приведены размеры на возраст 2-4 года и 5-9 лет. Я связала две шапки, обе на 2-4 года. Единственное отличие в них — это синюю я вязала резинку 2 на 2, а бежевая здесь резинка связана так, как дано в описании, то есть по схеме. Благодаря этому резинка плавно переходит в узор и, конечно же, более красиво получается. Хотя и на синей шапке выглядит аккуратно, неплохо. Моя плотность синяя шапка 18 петель на 30 рядов. И бежевая шапка 18 петель на 27,5 рядов. Спицы я использовала 3 и 4. И еще использовала спицу для кос. В описании плотность другая. В 10 сантиметрах больше петель и больше рядов. Но и номер спиц предлагается меньше. Поэтому мои шапки получились такого же размера, как и в описании. Высота шапки на 2-4 года 20 сантиметров от начала до конца, и на 5-9 лет 23 сантиметра. И окружность головы, соответственно, на меньший размер 48 сантиметров, на больший размер 55 сантиметров. На оба размера мы будем набирать с вами одинаковое количество петель. Разница в размерах будет за счет высоты шапки и использования разных схем для вязания. И количество рядов также будет разное. Что касается пряжи. Синяя шапка связана из моточной пряжи, а бежевая связана из бобинной пряжи. Синяя шапка — это BBB Full, в 50 граммах 90 метров, и это 100% меринос. Что касается вот этой вот пряжи, это бобинная пряжа. Название Regina. Здесь 30% супер кид мохер, 30% шелк и 40% меринос. И метраж 380 метров в 100 граммах. Я вязала в 2 ниточки. То есть получается метраж приблизительно такой же, как и вот эта пряжа в 50 граммах 95 метров. Итак, давайте начнем вязать такую шапочку. Вам потребуется пряжа, спицы номер 3 и 4, или если будете брать плотность, которая указана в описании, то спицы там 2,5 и 3,5 приводятся. Плюс должна быть спица для кос, для удобства, тоже такого же размера, как основное полотно мы вяжем, номер 4, например, иголка и один маркер. На спице номер 3 набираем 112 петель обычным способом. Я набираю на 2 спицы. И добираю еще одну петлю. Она нам нужна для того, чтобы соединить петли в круг. Вытягиваем одну спицу и протягиваем петли в противоположную сторону спиц. Обязательно смотрим за тем, чтобы лицевая сторона была внутри. Желательно для вязания шапки иметь круговые спицы, в которых тросик будет не более 40 сантиметров. У меня тросик здесь большой, поэтому я вытяну где-то в середине вязания
тросик. Обязательно буду следить за тем, чтобы не перекрутилось. И теперь снимаем одну петлю с левой спицы. На правую. И протягиваем ее через предыдущую петлю. Ниточки подтягиваем. Обе. Возвращаем петлю на левую спицу. И начинаем наше вязание. Ставим маркер для обозначения начала ряда. И начинаем вязать резинку. Резинка вяжется согласно схемы. Схема у нас выглядит вот таким вот образом. Здесь присутствуют лицевые и изнаночные петли, но они чередуются не как обычная резинка, одна лицевая, одна изнаночная, или, например, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, а чередуются с периодичностью лицевая одна, здесь 2 лицевые, и вот указан раппорт. Раппорт состоит из 16 петель, то есть мы провязываем согласно схеме, затем возвращаемся и опять вяжем именно этот раппорт. Начинаем мы вязать резинку с 2 изнаночных. Далее идет у нас 1 лицевая петля. Затем опять 2 изнаночные. Лицевая петля. 2 изнаночные. 2 лицевые. Далее 2 изнаночные. 1 лицевая. 2 изнаночные. И 1 лицевая. Все, мы провязали раппорт, и дальше мы вяжем, повторяя этот раппорт до конца ряда. Обязательно мы следим за тем, чтобы у нас не перекрутились петли, чтобы косичка у нас была с внутренней стороны. После того, как мы провяжем ряд до конца, у нас получится лицевая сторона с внешней стороны. То есть мы будем вязать вот таким вот образом, и лицевая сторона будет у нас видна. Я провязала до конца ряда, и дальше мы вяжем, как смотрят петли. Изнаночные петли провязываем изнаночными, лицевые лицевыми. В круговом вязании изнаночные петли выглядят таким образом. Поэтому мы захватываем за заднюю стенку и провязываем изнаночной. А лицевая петля выглядит как классическая лицевая петля, поэтому мы ее провязываем за переднюю стенку. Дальше у нас изнаночная. Опять подхватываем за заднюю стенку и провязываем. Лицевые за переднюю. Вяжем по кругу 4 сантиметра. Через 4 сантиметра переходим на спицы номер 4 и продолжаем вязать по схеме А2. Схема А2 у нас выглядит вот таким вот образом. Вот эта вот схема для возраста 2-4 года. Вот эта схема для возраста 5-9 лет. Рядышком схемы расположены. Это уже когда будем закрывать макушку. Тоже 2-4 года и 5-9 лет. Начинаем вязание вот с этой схемы. Я буду вязать на 2-4 года. И у нас раппорт 16 петель. Вяжем первый ряд. 2 изнаночные петли. 4 лицевые петли, 2 изнаночные петли,
2 лицевые, 2 изнаночные петли, 4 лицевые петли. Это мы провязали раппорт. Теперь этот раппорт мы повторяем. Повторяем до конца ряда, и таким образом мы вяжем 10 рядов. Я распределила узор, связала первый, второй ряд. Я помечаю первый ряд маркером и уже от этого маркера отсчитываю 10 рядов, которые нам надо связать по схеме. Можно также пользоваться счетчиком рядов, если у кого-то есть и кому так удобнее. Можно просто просчитывать петли. Я провязала 10 рядов, и 11 ряд у нас уже будет с перекрещиванием петель. Можно использовать спицу для кос специальную, но здесь в принципе не очень много петель перекрещиваются, поэтому возможно и без спицы. Здесь всего лишь 2 на 2 петли идет перехлест. Итак, давайте с вами провяжем 11 ряд. Довязываю последнюю петлю, маркер переснимаю и начинаем. 2 изнаночные петли, и следующие 4 петли нам надо перекрестить. Перекрещиваем мы согласно описанию, оставляем перед работой 2 петли первые, затем провязываем 2 лицевые петли и потом с дополнительной спицы провязываем вот эти вот 2 петли. То есть, если использовать спицу, снимаем 2 петли на дополнительную спицу перед работой, оставляем их, вяжем 2 лицевые петли, затем 2 петли с дополнительной спицы возвращаем на левую спицу. Можно и прям с этой спицы провязывать, но мне так удобней. И провязываем эти 2 лицевые петли. У нас получается перекрещивание в левую сторону. Дальше мы вяжем 2 изнаночные по схеме, 2 лицевые, 2 изнаночные. И опять у нас идет перекрещивание 4 петель, но уже направо. Мы теперь без спицы покажу. Если мы налево перекрещивали, то у нас 2 первые петли остаются перед работой. Если мы перекрещиваем направо, то у нас 2 петли первые остаются за работой. То есть мы подхватываем вот эти вот 2 петли, снимаем первые петли, одеваем на спицу, возвращаем те петли, которые перед работой, и провязываем лицевыми. При этом нитку здесь хорошо подтягивайте, чтобы не образовывалась здесь дырочка. Все петли провязываем лицевыми. Это мы провязали один раппорт. То есть у нас получается с наклоном влево и с наклоном вправо те петли там, где по 4 у нас. Все остальные вяжутся, как смотрят петли. Давайте еще раз повторим. Раппорт, 2 изнаночные петли, 4 петли перекрещиваем. Подхватываем 2 последние петли из 4, снимаем, придерживая пальцем, чтобы они у нас не убежали. Одеваем на левую спицу, возвращаем петли, которые у нас за работой, и провязываем все петли лицевыми.
Дальше 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные и с наклоном вправо. Давайте при помощи спицы еще раз покажу. Если с наклоном вправо, то мы 2 петли подхватываем, оставляем их за работой, затем вяжем 2 лицевые петли с левой спицы, возвращаем с дополнительной спицы петли на левую спицу и провязываем их лицевыми. Ниточку за работу и провязываем лицевыми. Все, мы еще провязали один раппорт. Далее провязывайте точно так же до конца ряда. Я провязала ряд, и следующий ряд мы вяжем, как смотрят петли. Это у нас будет 12 уже ряд. На схеме можно это обозначить, чтобы было удобнее. Вяжем, как смотрят петли. Вяжем 13 ряд. 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, и точно так же, как мы делали перед этим, мы перекрещиваем 4 петли. У нас первые 2 петли это лицевые, следующие 2 петли это изнаночные. Мы делаем перекрещивание с наклоном влево, при этом изнаночные петли мы провязываем лицевыми. Меняем местами, провязываем все петли лицевыми. Дальше у нас 2 лицевые петли и опять перекрещивание петель, но только направо. Подхватываем 2 лицевые петли, снимаем первые 2 петли, они у нас изнаночные, одеваем на левую спицу, возвращаем петли с дополнительной спицы и провязываем все петли лицевыми. Изнаночные петли провязываем за заднюю стенку. 2 лицевые петли. Так, мы провязали один раппорт. Повторяем еще раз. 2 изнаночные, 2 лицевые петли, перекрещиваем петли, с наклоном влево, провязываем все петли лицевыми. Две лицевые петли, и делаем перекрещивание направо. 2 первые петли оставляем, подхватываем следующие 2, снимаем, одеваем снятые петли на левую спицу, поменяли местами и провязываем все петли лицевыми. 2 лицевые петли. Так, все, вот я провязала 2 раппорта и вяжем так до конца ряда.
Следующий ряд 14 мы вяжем, как смотрят петли. У нас в основном все лицевые петли будут, за исключением вот изнаночных петель по краям. То есть у нас будет 2 изнаночные. Наш раппорт будет состоять из 2 изнаночных. Дальше мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель лицевых, и опять повторяем наш раппорт. 2 изнаночные и 14 лицевых петель. Так вяжем до конца ряда. Вяжем свободно. Петли не затягивайте, чтобы вам было удобно делать перекрещивание петель. Вяжем следующий ряд, это 15 у нас будет. 2 изнаночные петли, 4 лицевые петли, и дальше у нас по схеме перекрещивание 3 петель. Из них есть 1 изнаночная петля и 2 лицевые петли. Мы делаем сначала перекрещивание налево, снимаем 2 петли на дополнительную спицу перед работой. Давайте при помощи спицы вам покажу. Затем провязываем 1 изнаночную петлю. Она у нас смотрит как лицевая, но мы вяжем ее как изнаночную. Затем вяжем 2 лицевые петли с дополнительной спицы. Я их возвращаю обратно на спицу и провязываю лицевыми петлями. И сразу же мы делаем направо перекрещивание. Точно так же мы снимаем 1 петлю на дополнительную спицу, оставляем ее за работой, провязываем 2 лицевые петли и затем провязываем петлю с дополнительной спицей и провязываем ее изнаночной. Дальше у нас 4 лицевые петли, и наш раппорт закончился. То есть у нас приводится к тому, что соединяются вот эти вот петли между собой. Еще раз провяжем раппорт вместе с вами. 2 изнаночные петли, 4 петли лицевые, перекрещиваем петли, 2 петли оставляем перед работой, а 1 петлю мы подхватываем и меняем местами. Провязываем эту петлю изнаночной, остальные 2 петли лицевые. И теперь направо мы делаем перехлёст. 1 петлю оставляем за работой, 2 петли подхватываем, меняем местами, провязываем эти 2 петли лицевыми и следующую петлю провязываем изнаночной и 4 лицевые петли. Еще один раппорт мы с вами провязали. Вот их даже видно, как они идут. Вот раппорт следующий, и дальше вяжете так до конца ряда.
Провязала я 15 ряд, и у нас остается последний ряд по схеме. 2 изнаночные петли, 4 лицевые, 2 изнаночные петли. У нас здесь лицевая, но мы ее провязываем изнаночной. 2 лицевые петли, 2 изнаночные и 4 лицевые. Так вяжем до конца ряда. Еще раз: 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Одна у нас изнаночная смотрит, а вторая у нас лицевая. Мы ее провязываем изнаночной. 2 лицевые, следующая петля у нас лицевая, мы ее провязываем изнаночной. Следующая изнаночная, мы провязываем изнаночной, и 4 лицевые. Провязали еще один раппорт. Все, мы с вами провязали один вертикальный раппорт. Для того, чтобы связать на размер 2-4 года, нам надо связать 2 таких раппорта. Если мы вяжем на размер 5-9 лет, то мы вяжем 3 раза. И по схеме, которая для 5-9 лет. Вот это вот мы вязали на 2-4 года, а эта схема будет 5-9 лет, и мы ее вяжем 3 раза. Эту схему 2 раза. Петли у нас уже так выстроились, как для первого ряда вертикального раппорта. То есть мы вяжем 2 изнаночные петли, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные петли и 4 лицевые. Петли у нас расположены так, как нам надо, поэтому вяжите по рисунку 10 рядов. Отмечайте маркером для того, чтобы удобнее было отсчитывать ряды. Связали первый ряд и пометили маркером. Вяжем еще один раппорт и потом с вами будем закрывать макушку. Я провязала еще один вертикальный раппорт, и теперь мы будем с вами закрывать макушку. Вернее, будем вязать по следующей схеме, которая приведена в описании. Это схема А3, и в данном случае я вяжу размер на 2-4 года, буду использовать вот эту схему. Если кто-то вяжет на 5-9 лет, то используем вот эту вот схему. Итак, здесь у нас тоже начало и раппорт составляют точно так же, как и здесь, 16 петель. И мы вяжем 10 рядов, как смотрят петли. После этого у нас начинается закрытие макушки, и шапка будет закончена. Итак, давайте провяжем 10 рядов и встретимся с вами уже, когда будем вязать вот этот вот ряд. Я провязала 10 рядов схемы А3. Давайте посмотрим на условные обозначения, которые у нас на этой схеме. Здесь они новые. Здесь будем провязывать 2 петли вместе изнаночной, и будем, когда делать перекрещивание петель, то некоторые петли будут лицевые, некоторые изнаночные. Поэтому давайте начнем вязать 11 ряд нашей макушки. И остальные ряды, чтобы закончить нашу шапочку. Первые 2 петли у нас изнаночные. Мы их переворачиваем для того, чтобы было удобнее. Вот так вот. И провязываем вместе изнаночной петлей.
Следующее обозначение у нас по схеме — это снять 2 петли на дополнительную спицу перед работой, провязать 2 петли вместе изнаночной и 2 лицевые петли с дополнительной спицы. Давайте я применю дополнительную спицу, чтобы было понятнее тем, кто не умеет иначе это делать. Так, мы снимаем 2 петли на дополнительную спицу, оставляем их перед работой. Далее у нас 2 петли лицевые, мы их провязываем вместе изнаночной. Провязали, ниточку подтянули, возвращаем петли, которые мы сняли, на дополнительную спицу, на левую спицу и провязываем эти 2 петли лицевыми. Получается, что мы сделали одно сокращение, и вот эту вот петлю мы уже провязали изнаночной. Так, дальше у нас по схеме 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные. И следующее условное обозначение у нас наоборот расположено само обозначение, да, вниз получается острием. И мы меняем петли, но снимаем 2 петли на дополнительную спицу и перемещаем их за работу. Сняли, переместили за работу, и теперь мы провязываем 2 лицевые петли, первая, вторая. Затем мы возвращаем с дополнительной спицы на левую спицу 2 снятые петли и провязываем их вместе изнаночной петлей. Сократили. Получается, мы разворачиваем в эту сторону петли, делаем перехлест налево и направо, при этом мы убавляем петли. И дальше у нас идет повторение этого раппорта. Давайте еще раз вместе с вами. 2 изнаночные петли переворачиваем и провязываем изнаночной петлей вместе. Далее мы делаем перехлест налево. 2 петли остаются перед работой, переносим их на левую спицу, переносим остальные 2 петли, провязываем изнаночной петлей вместе и вяжем 2 лицевые петли. Дальше у нас 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. И теперь делаем перехлест направо. Первые 2 петли, они у нас остаются за работой. Возвращаем 2 петли на левую спицу, провязываем их лицевыми, первая лицевая, вторая лицевая, а следующие 2 петли мы провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали. Вот мы еще один раппорт провязали. Дальше мы до конца ряда вяжем таким же образом. Я довязала ряд до конца и вяжем следующий ряд. Мы вяжем таким образом, как расположены петли. Как они у нас легли, так мы и вяжем.
Переходим к вязанию 13 ряда. Переворачиваем петли, провязываем вместе изнаночной петлей. Дальше мы должны поменять петли, вот эти вот две и эти. Первые две петли, они должны быть у нас перед работой. То есть, давайте опять при помощи дополнительной спицы покажу сразу. Две петли снимаем перед работой. Дальше у нас идут две изнаночные петли, и нам их надо провязать вместе изнаночной петлей. В предыдущем ряду у нас были две лицевые, мы их просто провязывали лицевой, то когда расположены таким образом петли изнаночные, мы их переворачиваем, чтобы нам было удобно провязать, и чтобы у нас правильно провязались петли, и закрываем, вернее сокращаем. Провязываем вместе изнаночные, возвращаем вот эти вот петли на спицу и провязываем их лицевыми петлями. Можно прям с вот этой спицы вязать, но мне так неудобно, мне проще вернуть на спицу и провязать. А вообще я не пользуюсь такой спицей, только если очень крупные косы, поэтому не очень привычно, можно так сказать. Так, дальше у нас идут две лицевые петли. И теперь мы делаем то же самое, только с наклоном вправо. Мы на дополнительную спицу снимаем первые две петли и оставляем их за работой. Провязываем две лицевые петли. Затем возвращаем с дополнительной спицы изнаночные петли. Можно было их сразу перевернуть, как они должны быть расположены. Переворачиваем их. Провязываем эти две петли изнаночной петлей. Две вместе. Так, все, мы сделали еще одно убавление. Дальше у нас по схеме одна изнаночная петля. И мы повторяем опять раппорт. Так, здесь у нас сокращаются петли, нам становится не так удобно уже вязать, поэтому если вы вяжете на круговых спицах, то можно использовать вязание при помощи Magic Loop. При перекрещивании петель вы можете сразу менять, например, вот эти вот изнаночные петли так, как надо, чтобы они располагались. То есть мы перемещаем лицевые петли назад, а изнаночные вперед, и вы их не одеваете сразу вот так вот, а меняете сразу, подхватывая за переднюю стеночку вот таким образом, и разворачиваете эту петлю сразу. Тогда у вас не будет несколько действий, что вам приходится делать, и сразу же провязываете эти две петли изнаночной петлей. Далее вяжете лицевые. В общем, каждый должен приловчиться, как ему удобнее. Кому-то удобнее использовать спицу для кос, а кому-то удобнее именно таким образом, как делаю я. Мы с вами сделали еще одни убавочки. И в следующем ряду опять идут убавления, но уже работаем с 3 петлями. Вот эти вот 4 петли у нас уже состоят из 3. Давайте согласно схеме будем опять закрывать, вернее провязывать. И у нас первые 2 петли мы провязываем вместе изнаночными петлями. Переворачиваем изнаночные петли и провязываем 2 вместе изнаночные. Дальше у нас по схеме
Нам надо снять 2 петли на дополнительную спицу перед работой, затем провязать 1 изнаночную петлю и 2 лицевые петли с дополнительной спицы. То есть мы здесь убавления не делаем, а просто меняем местами. 2 петли мы оставляем перед работой, провязываем следующую петлю изнаночной петлей, несмотря на то, что она у нас смотрит лицевой. И возвращаем эти 2 петли на спицу левую, провязываем лицевыми петлями. Дальше нам надо сделать то же самое, только в обратную сторону. Мы делаем с наклоном вправо. То есть мы должны снять 1 петлю на дополнительную спицу и оставить ее за работой. Затем мы провязываем 2 лицевые петли. Возвращаем снятую петлю обратно. И провязываем эту петлю изнаночной. Следующие 2 петли у нас смотрят как изнаночные. Мы их переворачиваем и провязываем вместе изнаночной петлей. Все, мы провязали 1 раппорт. И давайте еще провяжем 1 раппорт. У нас 2 петли изнаночные, мы их переворачиваем, провязываем вместе изнаночной петлей. Следующие 2 петли мы перекрещиваем с 3-й. 2 петли оставляем перед работой. Меняем с 3-й петлей. Эту петлю теперь мы провязываем изнаночной, а следующие 2 петли провязываем лицевой. Дальше 3 петли перекрещиваем. 1 петлю оставляем за работой, значит мы подхватываем следующие 2 петли, сбрасываем эту петлю и одеваем ее на левую спицу. Возвращаем 2 петли на левую спицу, провязываем 2 лицевые петли, 1 изнаночную. Следующие 2 петли у нас смотрят как изнаночные, мы их переворачиваем и провязываем вместе изнаночной петлей. Мы провязали еще 1 раппорт. И так вяжем до конца ряда. Провязала я ряд до конца. И вяжем следующий ряд, это уже предпоследний у нас ряд будет. Провязываем, так, переснимаем маркер, первые 2 петли у нас изнаночные, мы их переворачиваем и провязываем вместе изнаночной петлей. Подтягиваем здесь в конце на макушке, надо следить за натяжением нити, чтобы у вас было все аккуратно. Так, следующие 4 петли мы вяжем лицевыми. И у нас опять 2 изнаночные петли, которые мы должны перевернуть и провязать вместе изнаночной петлей. Наш раппорт закончен, и мы повторяем то же самое до конца ряда. 2 петли провязываем вместе изнаночной, подтягиваем ниточки, 4 лицевые, 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Вяжем до конца ряда. Вяжем заключительный ряд. Здесь мы будем убавлять
вот эти вот 4 петли, мы будем из них делать одну петлю. То есть в этом месте мы закроем 3 петли сразу. Вяжем одну изнаночную петлю и следующие 4 петли вяжем следующим образом. Снимаем 2 петли как лицевые. Затем следующие 2 петли мы провязываем вместе лицевой петлей. И протягиваем ее через снятые петли. У нас одна петля, вторая петля снятые, и мы протягиваем. У нас получается одна петля. Дальше у нас изнаночная петля. Раппорт провязали. Повторяем раппорт. Одна изнаночная петля. Делаем из 4 петель одну петлю. Снимаем 2 петли, не провязывая. Далее 2 петли следующие мы провязываем вместе лицевой петлей. И протягиваем ее через снятые 2 петли. Подхватываем их и вытягиваем провязанную петлю. И одна изнаночная. Вяжем остальные петли таким же образом. Я довязала последний ряд, снимаем маркер, обрезаем ниточку. Одеваем в иголочку и протягиваем все петли через ниточку. Так. Вот у нас последняя петля. Мы продеваем иглу с нитью в следующие петли, которые остались. Продели и нить затягиваем. Аккуратно, чтобы ее не оборвать, мы подтягиваем. Так, пропустила вот петлю, подхватываю ее. Угу. Все, и потихонечку затягивайте аккуратно. Все, у нас шапка готова. Макушку подтягиваете и закрепляете ниточку с внутренней стороны. Закрепили и прячем нитку в петельки. Так, этого будет достаточно. Обрезаем. И все, наша шапка готова. Остается ее только постирать и спрятать в начале работы начальную нить. Здесь мы можем как крючком, так и иголкой точно так же протянуть через петли.
Подхватываем петлю предыдущую, протягиваем и закрепляем с этой стороны. После этого выводим нить во внутреннюю сторону и протягиваем ее через петли резинки. Обрезаем ниточку. Так, все, шапка у нас готова. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Макушка выглядит вот таким вот образом. И сама шапочка, она распрямится и будет замечательно выглядеть. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилась такая шапочка, и вы обязательно ее свяжете. Всем пока и до новых встреч!